по тропам легенды. Гуляя сегодня по Киеву, можно лишь попытаться узнать и коснуться жизни выдающегося человека, в первую очередь хирурга, академика, мыслителя Николая Амосова. Он легко запоминался людям. Невысокий, сухощавый, идущий куда-то быстрым шагом и имеющий будто звенящий металлический голос, сочетающийся с характерным говором. Несколько тысяч прошедших через его операционный стол, десятки и сотни тысяч, так или иначе спасенные достижениями Амосова. Этот человек сочетал в себе колоссальную энергию, умение принимать сложные решения и ясный, непредвзятый разум. Сотни научных публикаций, прорывные изобретения и характер, закаленный сталью. Кем он был? Как стал именно тем, кого помнят и чтят по-прежнему? И что мы можем вынести сегодня, узнав об Амосове? Постараемся осветить эти вопросы. На улицах города, читая архивные записи, наблюдая репортажи из прошлого. Николай Михайлович Амосов родился 6 декабря 1913 года в селе Ольхово, что недалеко от Череповца, тогдашней Новгородской губернии. Через некоторое время, когда Амосов уже переедет, эту местность затопят водохранилищем. В воде потонули и семейные дневники, о чем позже он будет сожалеть, что не узнал о своих предках достаточно. Говорят, что долгое время на водоеме были видны купола местной церкви. Пожалуй, обстоятельства не сулили этому человеку выдающейся биографии. Как писал сам ученый, все его предки были крестьянами. Отец, ветеран Первой мировой, побывавший в плену в Германии и пристрастившийся к стакану, покинет семью очень рано. Мать, Елизавета Кирилловна, была повитухой, сельской акушеркой и за время работы приняла более 3000 родов. Она принципиально не брала подарков от рожениц и работала по совести. Именно мать станет для Амосова главным идеалом и ориентиром на всю жизнь. Двое моих родственников были. Во-первых, это была моя мама. Акушерка сельская была, там 25 лет она проработала, там потом умерла там от рака. Вот это была, можно сказать, для меня так осталось идеальным человеком. Вот это вот так, как вот описывает этих самых совершенных бессеребренников, особенно еще медиков, которые, значит, все ничего не имеют, а то, что имеют, так вот дают все. Вот такие люди все-таки встречаются. Сперва будущий врач и не помышлял о подобной сфере деятельности. Его тянуло к технике. Окончив школу в Череповце, Николай поступил в механический техникум, а уже в возрасте 18 лет начал работать начальником смены на электростанции при лесопильном заводе в Архангельске. В 20 лет заключает первый брак с женой Галиной, которой продержится недолго. Учится в заочном индустриальном институте и видит себя изобретателем. Проектирует лесоукладочные машины и создает проект парового самолета. Но Амосову грозит призыв в армию, для избежания которого он поступает в медицинский. За годы учебы он еле сводит концы с концами, вспоминает, что в студенческом общежитии впервые увидел кровати с сеткой, так как до этого спал на досках. Перед сном заклеивал уши хлебным мякишем, чтобы не слышать гул сожителей. Тем не менее, Николай заканчивает вуз с отличием. В 1941 году с началом боевых действий Амосова призывают на фронт хирургом в полевых передвижных госпиталях. Именно война определит и закалит его как специалиста. Я начальник хирургического отделения полевого подвижного госпиталя номер 2266. Это звучит. Правда, есть приписка на конной тяге. Но это пустяки. Я не боюсь ответственности. Нет, я все сделаю как надо. Опыт, да, очень мал. И 2 лет не прошло после института. Минус перерыв 3 месяца. Писал дипломный проект в индустриальном. Знаний у меня мало, но есть здравый смысл. Это не очень часто встречается. Я был ведущим хирургом госпиталя в течение полевого госпиталя в течение всей войны. И у меня остались в одном и том же госпитале. С начала и до конца. Если через полевой госпиталь прошло 60 тысяч раненых, а в госпитале 5 врачей, так вот одна эта цифра уже что-нибудь говорит. Но вот мы
стояли когда-то в Хоробичах, это вот Черниговской области, такая деревня есть. Там у нас было занято 250 хат. В 250 хатах, в школах и потом в палатках было 2500 лежачих раненых, потому что ходячие все были в другом госпитале. Но можно себе представить, что это была за жизнь. Мы не потонули благодаря тому, что у нас была хорошая организация, мы много работали, хотя 4 часа в день все-таки спали. Полевая хирургия была крайне трудоемким делом, как физически, так и морально. Нужно было не только работать без отдыха и нормального сна, а и принимать множество потерь, игнорировать жалость и сострадание. Последнему врач так и не научился. До конца медицинской деятельности он будет воспринимать каждую смерть болезненно, мучаясь одним и тем же вопросом: сделал ли он все, что было в его силах? Амосов сознавался, что в порыве отчаяния не раз пытался бросить профессию. Однажды еще на фронте один из солдат с тяжелым ранением и гангреной умер после введения новокаина. Амосов подумал, что убил пациента, и в тот же день сам принял смертельную дозу морфия. Но его смог откачать начальник госпиталя, и вскоре выяснилось, что раненый солдат имел редкую непереносимость вещества, поэтому Амосов был невиновен. На фронте он и познакомился со второй женой, его операционной сестрой Лидией Денисенко, с которой они и проживут до старости. После демобилизации молодой хирург работает в Москве, а в 1947 соглашается ехать в Брянск, где получает должность главного хирурга областной больницы. Там же он защитит кандидатскую диссертацию и отточит былой военный опыт. Уже в 1952 году Амосова как отменного специалиста по грудной хирургии хотят видеть в украинской столице. Он был приглашен в Киевский институт туберкулеза и грудной хирургии имени Яновского, где и увидят свет главное достижение академика. В 1953 он защищает докторскую диссертацию. В 1955 возглавляет новую клинику сердечно-сосудистой хирургии при институте. Лишь за несколько лет существования клиники многое в ее стенах было сделано впервые. Уже в год открытия Амосов выполняет первые в Украине операции при пороках сердца, а одним из переломных моментов стала его поездка на хирургический конгресс в Мексику в 1957 году. Там он увидел операцию на сердце с помощью аппарата искусственного кровообращения. Недолго раздумывая, Амосов решается создать такой же аппарат в Советском Союзе. Вернувшись в Киев, ученый за неделю разработал эскизы. Через 2 месяца аппарат изготовили. Это стало прорывным решением отечественной науки, которое позволяло спасать пациентов из самой критической ситуации – при остановке сердца. В 1962 году Амосов побывал на конгрессе в Соединенных Штатах, где обратил внимание на искусственный клапан сердца. Академик выяснил, что для избежания сворачивания крови в его производстве должны быть задействованы нейлоновые ткани. Он изготовил свой макет, и 17 января 1963 года Николай Амосов выполнил первое в СССР протезирование митрального клапана. Это стало глобальным достижением, впоследствии спасшим многие тысячи жизней. Через 2 года хирург создал первые в мире клапаны с покрытием, которые предотвращали образование тромбов. Подобные проекты, пожалуй, мог создать только такой человек, как Амосов. В них отразился не только многолетний хирургический опыт, но и его инженерное образование, а также небывалое чувство нового, желание совершенствовать медицину и помогать людям. Хирург-конструктор символично называли Амосова. Амосов оперировал в Киеве на протяжении 40 лет. Именно в его клинику стекались из разных городов и республик люди с самыми сложными недугами. Каждый день он поднимался на Байкову гору, где находился институт по одному пути, который люди прозвали тропой Амосова. Хотя еще во время первого визита в Киев Байкова гора показалась врачу глухой окраиной, до которой он добрался с трудом. Сегодня же название крутого подъема увековечено его именем, а также имя Амосова носит Институт сердечно-сосудистой хирургии, где он являлся директором в 80-е годы.
Главным пороком человека и корнем всех болезней Амосов считал ленность и эгоизм. Ученый был убежден, что первый залог здоровья – это движение, которое требуется людям в большом количестве. Он мало ел, ходил пешком, а на вопрос, по сколько часов в день он работает, обычно отвечал «сколько придется». Много раз Амосов сознавался, что в юношестве был совершенно неспортивным, но перешагнув определенный возраст, теперь только и живет за счет физкультуры, и иначе бы закончил намного раньше. Вот тут теперь спрашивает тут целая куча личных записок. Сколько мне лет? 57. Как вы себя чувствуете? Здоров. Сколько в день, сколько часов в день работаете? А сколько придется, сколько надо. Считаете ли вы себя здоровым? Да. Но, к сожалению, тоже есть болячки некоторые, понимаете? Вот у меня еще, я ведь физкультуру терпеть не мог в детстве и в молодости. И это меня нужда заставила заниматься физкультурой, потому что у меня профессиональная болезнь. У меня спондилез, срослись позвонки, это причем давно было. Поэтому я и живу только физкультурой. Академик разработал свою систему тренировок. Каждое утро выполнял комплекс из 1000 движений, 10 упражнений, каждое по 100 раз, и ежедневно выходил на пробежку, вплоть до глубокой старости. 1000 движений совсем не страшно. Важно только, чтобы входить в них постепенно. Нужно примерно месяца 3, чтобы здоровому человеку достигнуть этих 1000 движений. Вес личности в обществе прежде всего определяется характером. Это мощность электростанции разума, уровень максимальной активности, определяющий способность к напряжению, как важнейшее условие успехов в труде и карьере. Первая и единственная дочь в семье Амосовых, Екатерина, родилась в 1956 году и со временем стала известным профессором-кардиологом. Катя была поздним ребенком, и отец придерживался гуманных принципов воспитания, хотя и был довольно вспыльчив. Дочь хирурга вспоминала, что под отца нужно было в каком-то смысле подстроиться и не беспокоить, если он не в настроении или размышляет о работе. Семья, несмотря на свою авторитетность, была очень скромной. Супруга Лидия Васильевна, также работавшая врачом, никогда не пыталась извлечь пользу от славы мужа. Да и в образе жизни Амосовы, наверное, были единомышленниками. Автомобиля или крупной недвижимости не имели, больших сбережений не хранили. На работе Амосова любили, хотя старались не расстраивать. Он никогда не церемонился в высказываниях, в порыве эмоций мог жестко отчитать врачей, стукнуть по рукам и, как вспоминают современники, страшно матерился во время некоторых операций. Работали очень поздно и уходили домой уже когда практически никого не оставалось уже в клинике. И он опять что-то начинает говорить, значит, того, что ты то-то, ты это не сделал и так далее. Я говорю, набрался уже наглости, говорю, Николай Михайлович, ну сколько же можно ругать? Вы хотя бы один раз из 10 похвалили, а то руки опускаются, работать не хочется. На что он мне ответил, говорит, они у тебя никогда не поднимались. В то время я уже заведовал лабораторией внутрисердечной диагностики и имел свой отдельний участок роботи. Мені прийшлось виконувати операцію вперше в Радянському Союзі, повну заміну дуги аорти при аневризмі аорти. Микола Михайлович знав, що це на грані авантюри, бо ніхто в Радянському Союзі не виконав цієї операції успішно. Пробували, але нікому це не везло. І він знав, що вона буде тривати дуже довго, і мені сказав, що Льоня, позвони мені, коли закінчиш операцію. Початок операції було о 10 ранку, а закінчена операція о 1 годині ночі. І я позвонив Миколі Михайловичу, він запитав мене, ну як, ти живой? Я кажу, живой. І больной твой живой, живой. І моча є? Я говорю, є. А в тебе? Тому що сеча, значить, є показником, що людина жива і що в неї всі процеси йдуть задовільно. Во-первых, я хочу принести извинения всем тем товарищам, а тут большинство из вас в таком положении, которые получали от меня всевозможные накачки, иногда и не очень вежливые, иногда и вовсе грубые, а иногда и вовсе несправедливые. Но я думаю, что ни у кого у вас не осталось впечатления, что эти мои даже грубости были продиктованы моими какими-то личными делами. Они все были продиктованы просто-напросто, потому что действительно дело для меня всегда было очень важно. Он был неудобен, но справедлив, колок, но в то же время всегда оправданно. Дважды Амосова пытались вербовать в КГБ. Первый раз на войне, отказался спокойно, второй же в конце 50-х в Киеве. Тогда уже обматерил и выгнал непрошенного гостя, поскольку позволяла должность.
Хотя ученый вспоминал, что когда-то верил в некий социализм с человеческим лицом, очень быстро убедился в его утопичности, чего в целом не скрывал. Когда-то, когда появлялись идеологии, были две гипотезы. Первая гипотеза выдвинута была слабыми. Что все люди одинаковы, действительно, все одинаково. Идеология. Да. И, следовательно, идеология должна быть такая, что всем надо поровну давать. Вот. И управлять должны быть вроде бы демократические, но это не состоялось просто-напросто. Вторая идеология говорила, что, извините, работоспособность людей совершенно разная, почему-то им надо один. Пусть каждый работает на своем поле и получает все, что заработает. Это породило капитализм. Вот это очень хорошее деление. Да и в принципе живой разум Амосова не позволял уходить ни в одну из идеологий. Он называл себя просто материалистом и всегда критично относился к окружающим. Вера в Бога заложена в человеке биологически. Я, например, уверен, что возникновение Бога можно смоделировать на вычислительной машине. Две вещи. Первая – биологическая потребность в авторитете и в вере в что-то, кого-то. Вот. Вторая причинно-следственный разум устанавливает причинно-следственные отношения. Над всяким следствием должна быть причина. И вот человек постепенно, сначала он установил, что причина грома вот такая-то, потом то-то, а потом причину все отдалялось, и он отдалил его в очень далеком, куда-то там, в империи. Что должна быть единая причина всего, значит, вот там. И потребность верить этой причине, верить это. Вот в результате назвали это Бог, и все стало на свое место. Абсолютно необходимая вещь. Ну и для вас необходимое. Нет, мне не надо. Вы только посмотрите, как велик человек. Уже ступил на Луну и скоро побывает на других планетах, создаст искусственную жизнь и разум, способные конкурировать с естественными. Но чем не Бог? А вот другие картины. Пройдитесь по улице большого города. Вы всегда встретите немало людей, которые шаркают подошвами по асфальту, дышат с трудом, ожирели, глаза потухли, в страхе дрожат перед страданиями и смертью. Да тот ли человек покорил космос, создал сонаты Бетховена, выдвинул великие идеалы христианства? А уж поверьте, за жизнь Амосов повидал много людей. Помимо клинической практики, он занимал различные руководящие должности, продолжительное время являлся депутатом Верховного Совета СССР. Параллельно с работой писал литературные произведения, в которых делился воспоминаниями и идеями. «Мысли и сердце», «Записки из будущего», «Записки полевого хирурга», серия других кибернетических и социологических трудов. С темпом жизни и багажом знаний Амосова было не всегда легко справиться со своими мыслями. Дочь ученого говорила, что на ее памяти отец всегда страдал бессонницей, часто просыпался в 5 утра или даже раньше. Отдушину находил в основном в интеллектуальных занятиях, рассуждениях. Из заграничных командировок привозил целые чемоданы книг. Местом пробежки Амосова неизменно оставался Киевский ботанический сад, а главным стимулом поначалу была его любимица – доберман Чари, которой потом он посвятит одну из глав своих воспоминаний. В 70-м году моя жена Лидия Васильевна взяла собаку Чари, доберман Пинчер такая, ой, какая собака. Сначала она честно гуляла помногу, а потом, говорит, мне тяжело гулять одной, семья все-таки. Я вынужден был гулять с Чари и страшно с ней подружился. Ну и поскольку ее надо выгуливать, так что ж ходить гулять зря, я стал бегать. И после этого вот идет с 70-го года я бегаю. Жизнь этого человека будто состояла из вызовов. Закончив оперировать в возрасте 79 лет, при этом по-прежнему не вынося безделья, он бросает последний из них. Начинает свой эксперимент по преодолению старости с помощью усиления физических нагрузок. Он увеличивает их интенсивность и продолжительность, несмотря на уже имеющиеся проблемы с собственным сердцем. Я решил, что нужно увеличить нагрузку значительно. Я объявил о том, что я начинаю эксперимент. Эксперимент по преодолению старости или даже омоложению. И я, увеличил нагрузку в 3 раза. Я стал делать 3000 движений. Ну, не сразу, это для увеличения понадобилось 3 месяца. В течение 3 месяцев я натренировался, и у меня эти явления старения почти совсем исчезли.
1998 году Амосова оперируют в Германии, что позволяет ему, хоть и ненадолго, застать 21 век. Даже на самом закате жизни ученый не бросал изучать новое, освоил интернет и вел свой личный сайт. Его можно отыскать и поныне среди разнообразия поисковых результатов. Я думаю, что единственный способ пережить старение более или менее благополучно – это продолжать активно работать, поддерживать активную деятельность. Даже если ты знаешь, умом соображаешь, что это твоя деятельность является просто-напросто для самоуспокоения, для того, чтобы ты был в пределе, все равно надо это делать. Потому что как только стареющий человек откажется от какой-то активной деятельности, ссылаясь на ну я уже старый, мне уже все равно, вот тут он уже и пропал. Академика не стало в декабре 2002 года, в возрасте 88 лет. Причиной смерти стал инфаркт вследствие развившегося порока сердца. И сегодня сложно сказать, сколько бы прожил Амосов, выбрав другую стратегию тренировок, избегая стресс. Или же наоборот, благодаря строгой нагрузке он только выиграл бесценное время. Иначе он не умел, всегда предпочитал действие, любому бездействию. У отца было одно из его любимых цитат такого рода. Им, гагарам, недоступны наслаждения высшей жизни. Гром ударов их пугает. Так вот, большинство, к сожалению, гагары. Конечно, гораздо проще сидеть в кресле и сидеть и не напрягаться. Ну, менталитет у людей такой. Я могу сказать в отношении папиного эксперимента с позиций медицинских, потому что и я убеждена, что он все делал правильно. Я убеждена, что он продлил себе жизнь своими физическими тренировками. Для того, чтобы быть здоровым и продолжать активную жизнь, нужно напрягать волю, делать упражнения, ограничивать себя в еде, мерзнуть, управлять сном. Чем человек старше, тем строже должны быть ограничения, тем больше нужно волевых усилий. Но для напряжения нужны стимулы, желания, стимулы из чувств. Этому и учит нас биография личности. Несмотря ни на что быть в движении, идти вперед, вопреки сложнейшим временам и событиям, и главное, оставаться честным перед самим собой. Будут страдания на финише, наверное, но знаю, умирать не страшно. Есть опыт своей операции и сотни наблюдений за умирающими. Боюсь другого, угасания интеллекта. Жить тогда зачем? С 1971 года семья Амосовых жила в центре Киева, на улице Богдана Хмельницкого, 42. Сегодня в память об ученом на доме установлена мемориальная табличка и небольшая бронзовая скульптура в виде сердца. Похоронен Амосов на Байковом кладбище. В декабре этого года исполняется 110 лет со дня рождения академика. Через поток института по-прежнему проходит множество людей. В лабораториях создаются новые изобретения и технологии. А на подрастающее поколение со страниц книг и до сих пор актуальных статей, со скульптур и экранов продолжают смотреть глаза стального хирурга. Глаза, видевшие тяжелые времена и вдохновившие жить многих других. Впереди всегда при наших операциях сердечных всегда предстоит тяжелая борьба, исход которой остается неясным. Никогда не ясно. Никогда не ясно. Никогда не ясно. Никогда не ясно.